Аму-Хаджи, иранец из небольшого селения Деогарх, расположенного в живописной провинции Фарс, стал настоящим символом необычного существования. Человека, который провел более 65 лет без единой воды на теле. На момент своей смерти ему исполнилось 94 года, и его эксцентричная жизнь до сих пор поражает воображение и вызывает любопытство у людей со всего мира, став предметом множества исследований и обсуждений. Аму-Хаджи родился в начале 1930-х годов в Иране, женской культуре, находящейся под влиянием строгих традиций. Информации о его детстве и юности мало, но известно, что он, как и многие местные жители, сталкивался с трудностями на протяжении жизни. Эти испытания оставили заметный след в его сознании и в его восприятии мира. С ранних лет Аму развивал уникальную философию, которая противоречила общепринятым нормам и стандартам. Личная жизнь Амоу была полна трагедий, которые он никогда открыто не обсуждал. В какой-то момент, на пике эмоциональных страданий, он решает покинуть привычное общество и выбирать путь, который станет его идентичностью. Эта эмоциональная травма стала причиной его отказа от купания, чистых продуктов и свежей воды, что в дальнейшем определило его необычный стиль жизни. На протяжении своей жизни Хаджи выбрал стиль жизни, который полностью игнорировал тренды и привычные нормы общества. Он обитал в простой открытой кирпичной хижине, построенной для него добрыми соседями, но большую часть времени предпочитал проводить в яме, выкопанной в земле. Это решение обитаться в яме может показаться странным, но для Аму это было способом избежать внешнего мира, который он считал опасным и угнетающим. Соседи отмечали, что он выбрал полный отказ от социального взаимодействия. Он не искал общения, не стремился разговаривать с окружающими и находил удовлетворение в простом существовании. Так, неприятие традиционного образа жизни позволило ему избавиться от давления со стороны общества и почувствовать себя свободным. Диета Амоу-Хаджи шокировала многих людей, готовых столкнуться с эксцентричностью его образа жизни. Он ел протухшее мясо дикобраза, найденное на дороге, и другие продукты, которые можно было встретить. Сама идея употребления гнилой пищи отвергала предписания о здоровье и безопасности, но для него это было нормально. Когда речь шла о питьевой воде, Аму предпочитал использовать ржавую масленку, характерную для его обстановки. Это еще раз подчеркивало его пренебрежение к общепринятым нормам. Аму даже курил сигареты через трубку, сделанную из отходов животных, что вызывало большой шок у тех, кто хоть раз слышал о его привычках. Он выкуривал несколько сигарет одновременно, так как для него это было нормой. Его нездоровая диета и опасные привычки делали его прирожденным аутсайдером, который никоим образом не собирался уподобляться тому, что многие могли бы считать нормой. Жить с такой эксцентричностью — это не просто выбор стиля, но также философия, основанная на страхах и убеждениях о мире. Аму-Хаджи часто заявлял, что избегает гигиенических процедур не из-за лени или безразличия, а из-за боязни заболеваний и несчастий. Для него отказ от очищения стал некой защитной оболочкой, которая обеспечивала иллюзию безопасности. Он верил, что, оставаясь грязным, он оберегает себя от внешней среды и всего, что с ней связано. Это метафизическое размышление укрепляло представление о том, что чистота является источником заболевания,
а грязь, напротив, может защищать его от болезней. Эта оригинальная и парадоксальная идеология служит показателем его внутреннего мира, где личные страдания определяли его понимание жизни. Когда его спрашивали о мотивах, Аму делился лишь намеками на свои эмоциональные трудности в юности. Эта недосказанность придавала его образу таинственность и глубину. Несмотря на его отчуждение от общества, он был способен на разговоры, которые поднимали сложные темы о жизни, страданиях и идеях свободы. Социум по-разному реагировал на жизнь Хаджи. На одной стороне были те, кто считал его героем, августейшим символом неподвластной иностранным влиянием культуры. Со своей стороны, Хаджи олицетворял экстраординарное существо, указывающее на неприемлемость условия, предложенные современным обществом. Люди старались взглянуть на его экзотику как на нечто поучительное, своего рода антипод для анализа своих собственных жизней. С другой стороны, наблюдатели и критики с подозрением относились к его поведению, полагая, что подобный выбор жизни может быть опасным как для самого Хаджи, так и для окружающих людей. Место, где он стал известен, вызывало множество обсуждений и споров о том, что такое счастье, здоровье и долгожительство. В социальном контексте Хаджи стал чем-то вроде живого памятника, который, несмотря на свою грязь и отсутствие привилегий, оживил обсуждение об индивидуальности и воспринимаемых моральных нормах. Медики и ученые были полны недоумения, когда речь шла о здоровье Аму Хаджи. Как он мог пережить столь длительные годы, следуя диете, которая оскорбляла бы нормы здоровья? Его уникальный образ жизни, работающий в противовес общепринятым гипотезам о здоровье, привлек внимание исследователей. По мере старения Хаджи его тело начинало удивлять людей, которые стремились узнать его секреты. Некоторые считали его физическое состояние доказательством изумительных способностей человеческого организма адаптироваться к крайним условиям, незаконным для большинства. Однако другие высказывали мнение о том, что отсутствие элементарных стандартов чистоты и гигиены все же приносит риски. Несмотря на это, его судьба стала предметом научного интереса. В то время как некоторые эксперты пытались считать его долгожительство результатом устойчивости и жизненной стойкости, другие поднимали вопрос о том, можно ли избежать последствий, имея такой образ жизни, и смеются над идеей, что следование традиционным нормам может быть тяжелым бременем. С точки зрения социологии, история Аму Хаджи вызывает множество вопросов о том, как мы воспринимаем нормы и ценности, которые окружают нас. Кто именно определяет, что значит быть здоровым и счастливым? Его жизнь бросает вызов многим общим убеждениям, показывая, что индивидуальный выбор и путь формирования самости могут иметь невообразимые значения. Несмотря на все странности и потенциальные риски, Аму показывает, что жизнь может принимать различные формы. Люди вокруг него приходили к выводу, что просто жить своей жизнью и следовать своим путем — это акт свободы. В этом контексте Хаджи становится живым воплощением вопроса, насколько мы готовы отказаться от общественного контроля ради нашей внутренней свободы. Несомненно, взгляд на жизнь Хаджи побуждает нас задуматься над вопросом, что мы понимаем под счастьем и здоровьем. Его стиль гораздо больше зависит от внутренней гармонии, чем от общественного одобрения и стандартов.
То, что Аму выбрал путь отказа от норм, заключает в себе глубокий смысл, который каждый может интерпретировать по-своему. Аму стало тем уроком, который нельзя игнорировать. Счастье может проявляться там, где его никто не ожидает. Он призывал нас задуматься о нашей ценности, о том, как свои собственные нормы и стандарты мы шлем в мир вокруг нас. Может ли в этом быть истина о том, что каждый из нас сам имеет право на уникальный путь, даже если он полностью противоположен общепринятому? В конечном итоге пример Аму Хаджи учит нас находить баланс между личным желанием и общественными ожиданиями. Он покидает нас с вопросом о том, действительно ли мы в своем пути следуем за обыденностью, не потеряв главное — правдивость самого себя. Аму Хаджи — это не просто самый грязный человек в мире, а сложная, многослойная личность, которая служит примером того, как различаются подходы к пониманию жизни и счастья. Его история, полная эксцентричности, становится отправной точкой для размышлений о многих аспектах человеческого существования. Как мы воспринимаем здоровье, как наша жизнь затрагивается авторами норм и стереотипами общества, и какое значение имеют свободы выбора и индивидуальность на доступные и недоступные пути. Жизнь Аму Хаджи остается в памяти, подчеркивая важность выбора индивидуального пути и подтверждая идею о том, что убеждения могут принимать разнообразные формы. Его история стоит как индивидуальное путешествие, напоминающее многим о том, что многообразие человеческой природы создает столько же путей, сколько живет людей. В жизни каждого человека есть место для свободы и принятия своих решений, пусть они порой идут вразрез с нормами и ожиданиями.